Глава 56. Техники расположения символов. Что это было, если не кровавый яд? Обмануть меня пытаешься. На лице Ли Чан Юна виднелось презрение. Все ингредиенты пахли и выглядели как ингредиенты кровавого яда. Это подделка. Это ингредиенты для кровавого яда, но я слегка изменил пропорции. Если изменить пропорции, то лекарство будет другим, что ты сказал. Вы были слишком небрежны, так что не заметили, что я 5 раз обработал плачущую траву. Лицо Ли Чан Юны побледнело. Какое это имеет значение? Кровавый яд был всего лишь маскировкой, он скрывал яд слез, который и был орудием убийства. Яд слез прозрачный, так что кровавый яд стал безупречным камуфляжем. Яд слез? Что еще за яд слез? Ли Чан Ю никогда о нем не слышал, поэтому заставил себя успокоиться и холодно улыбнулся. Не блефуй, ты обработал лишь одну колбу. Оба яда были переработаны в очищающей таблице Йо, все алхимики, включая Сюн Тян Яна, были поражены. Одна колба, одна очищающая таблица, один набор ингредиентов. Разве можно создать два разных яда? Есть двойная очистка, которой пользовался Ли Чан Юн, была передовой технологией, то про чистку сразу двух ядов, о которой говорил Чутянь. Никто ни разу не слышал, Чутянь продолжил. Одним из ингредиентов вашего противоядия был инжир, потому что он нейтрализует кровавый яд. Однако вы не знали, что инжир усиливает действие яда слез в 10 раз. Что? Ли Чан Юн начинал проваливаться в обморок, перед глазами все расплылось, он не мог устоять на месте. Проявляется эффект яда слез. Раздавался спокойный голос Чутяня, старый дурак. Ты проиграл, Ли Чан Юн проиграл, Ли Чан Юна действительно отравили. Эта алхимическая техника была чудом, которое не мог понять обычный человек. Одни и те же материалы, одна колба, один метод очистки. Чутянь очистил оба яда, не разделяя их. Один был у всех на виду, другой был спрятан. Самое страшное, что Чутянь знал, из чего будет состоять противоядие Ли Чан Юны, и, применив глубокие фармакологические знания, усилил эффект яда. Нет. Это невозможно. Бешено ревел Ли Чан Юн. Зрение было нечетким, голова кружилась, стороны света перемешались. Все звуки скрежетали, словно его окутал злобный призрак. Глупый сопляк. Как я мог проиграть тебе? В истерике орал Ли Чан Юн, в небо взметнулся исполинский духовный питон. «Я хочу, чтоб ты сдох». Питон взревел, однако не успел даже начать атаку. Жалобно вскрикнув, Ли Чан Юн выплеснул на землю большую лужу крови и упал. Тело питона стало разрушаться сантиметр за сантиметром и превратилось в обычный пепел. Раненый дух, как это произошло, Чутянь неподвижно стоял на месте, потому что все предугадал, забыл сказать, что яд слез действует на ваш дух, сильно повреждая его. Ли Чан Юн лежал на земле, его лицо было бледным, и он медленно умирал. Ты, сила. Какая сила? Чутянь с легкостью победил бойца пробужденной души, Наньгун и взволнованно сжал кулаки. Ли Чан Юн проиграл. Его ждет ссылка. Это нужно немедленно выполнить. Лин Чан Юн снова сплюнул большой лужицей крови. Он упал в обморок. Наньгун и обвел всех восхищенным взглядом. Чутянь, которого вы называете мошенником и обманщиком, победил председателя гильдии алхимии. Разве мог мошенник победить такого, как Ли Чан Юн? На что вы все так смотрите? Я всего лишь жалкий вор, который украл ваши технологии. Пожалуйста, накажите меня. Насмешливо говорил Чутянь. Давайте, делайте, что хотите. Чутянь так нагло говорил с несколькими знатными семьями, Наньгун Юн залилась смехом. Отлично. Президент такой агрессивный, я обожаю таких мужчин. Давай, скорее. Преподай им урок. Ведьма Наньгун никогда не держала рот на замке и говорила все прямо. Выражения лиц семьи семьи Ду, Ло Ян Шанайчу и были невероятно уродливыми. Они насмехались над Чутянем, обсыпали его оскорблениями, но теперь они поняли, что у них серьезные проблемы. Они не думали, что Чутянь действительно на что-то способен. Чутянь громко кричал. Что случилось? Это всего лишь соревнование. Неужели вы напуганы? Прекрати. Я встречусь с тобой лицом к лицу. Ло Ян Шан так разозлился, что у него посинело лицо. Я буду твоим соперником в искусстве диаграмм. Сначала алхимия, а затем диаграммы. Ло Ян Шан был известным мастером диаграмм в центральном городе. Он мог бы потягаться даже с Чжан Лицином. Ло Ян Шан не верил, что Чутянь, этот ничтожный паршивец, знаком и с алхимией, и с вписыванием диаграмм. Чжан Лицин и Наньгун Юн услышали это, и улыбки вспыхнули на их лицах. Соревнование по вписыванию диаграмм. Этот человек явно не знал, о чем говорил. Чутянь почесал подбородок. Есть трудности.
Вы приехали из центрального города, так что недвижимости в городе Южного неба у вас нет. Если я поставлю на кон свою жизнь, то что вы можете поставить взамен? Один раз ты победил, но это победа слепого кота над дохлой крысой. Не будь так уверен в себе. На этот раз у тебя нет шансов на победу. Чутянь покачал головой. Так не пойдет. Вы должны сделать ставку. Ло Яншан сжал зубы и достал карту, покрытую блестящими кристаллами. Здесь 500 тысяч золотых монет, более чем достаточно для такого бастарда, как ты. Недостаточно. Закатил глаза Чутянь. Я хочу перерабатывающий завод семьи Ду. Что? Ду Джэньтян удивился, он никогда не думал, что Чутяню придет подобная идея. Как такой жалкий вор, как ты, может думать о собственности семьи Ду? Семья Ду занималась производством оружия. Их завод был самым передовым в городе Южного неба, это были темные времена, но 3 базовые технологии уже появились. Например, чтобы создать ножны, нужно было разместить материалы в энергетической таблице, после запуска которой форма материалов начинала изменяться. Это была технология трехмерной печати. Во времени Чутяня с ее помощью создавали и крохотные детали, и гигантские дирижабли. Но этому времени были доступны лишь примитивные варианты. Если торговое чудо получит этот завод, они увеличат скорость производства электроламп, за день они без проблем смогут создавать десятки тысяч ламп, оборудование, которым владел Ду Джэньтян, стоило около 1 000 000 золотых монет, и это компенсировало нехватку средств торгового чуда. Ло Яншан и Эсюн подняли брови. Это отродье действительно не знает меры, Эсюн сказал. Брат Ду не верит в силы господина Ло. Ло Яншан сказал, расслабьтесь, у него не будет ни шанса. Ду Джэньтян ощущал некоторую тревогу. Он не хотел заходить в такую мутную воду. У семьи Ду не было злобы на Чутяня, однако Ду Джэньтян опасался, что Чутянь рано или поздно начнет вмешиваться в дела семьи Ду. Теперь он вступил в открытый конфликт с мэром, Джан Лицином и Сюн Бином. Хорошо, я делаю ставку. У Ду Джэньтяна не было иного выбора. Он лишь согласился, стиснув зубы. Ло Яншан холодно посмотрел на Чутяня и сказал, «Ты знаешь, что методы расположения символов чрезвычайно важны для боевых способностей. Я хочу сравнить силу моих и твоих техник». Лица Наньгун Юн и Джан Лицина несколько помрачнели. Ло Яншан действительно был хитер. Качество талисмана зависело от его характеристик, техники создания, количества потребляемой энергии. Ло Яншан хотел отказаться от всего этого. Он хотел сразиться с Чутянем лично. Разве можно было сравнить их? Ло Яншан был бойцом пробужденной души и мог создавать талисманы 2-го уровня, но Чутянь был всего лишь бойцом совершенного тела, который мог создавать только талисманы 1-го уровня. Небо и земля. Ло Яншан смотрел так, словно провернул хитрый трюк. Что такое? Ты боишься? Чутянь без колебаний ответил. Разве это не просто сравнение наших сил? Я сражусь с тобой. Он хотел соревноваться в силе. Такое неравенство не давало Чутяню ни единого шанса, им тут же принесли ингредиенты. Борьба началась. Ло Яншан, держа в руке хрустальное перо, одним росчерком начертил на высококачественной бумаге таблицу 2-го уровня. Горячая, грозная сила едва ли не сочилась из листа бумаги, а каждая черточка, каждый символ были полны дикой мощью. Джан Лицин побледнел, увидев это, взрывающийся символ 2-го уровня. Наньгун Юн тоже кое-что понимала. Разве это не самый мощный символ 2-го уровня? Джан Лицин печально кивнул. Силы взрывающегося символа достаточно, чтобы поразить бойца пробужденной души или даже убить его. Наньгун Юн возмутилась. Что за жуткий тип? Позором было уже то, что боец 2-го уровня бросил вызов бойцу 1-го уровня. Однако Ло Яншан решил использовать не просто символ 2-го уровня, а сильнейший символ 2-го уровня. Как это можно было назвать соревнованием? Пропасть между ними была слишком велика, боец совершенного тела и боец пробужденной души — это был разрыв, неравенство, которое невозможно было исправить, безусловно. Чутянь видел, что за талисман создает Ло Яншан, он видел классическую схему взрывающегося символа, который не исчезнет с этого континента даже через десятки тысяч лет. Его особенностью была разрушительная сила. Если бы обе стороны были равны в силе, то Чутянь с легкостью победил бы. Однако теперь, если он хочет выиграть, ему придется постараться. Конечно, методы у него были. Чутянь обдумывал несколько идей. Например, он мог использовать символ праха. Это был двойной талисман, создающий огромное количество пыли и взрыв, который становится мощнее за счет пыли. Или лазерный символ, который сжимает энергию. Радиус поражения был небольшим, но сила была смертельной, символ праха был неплох. Лазерный символ тоже был неплох. Любой талисман будущего вызвал бы огромный резонанс, но нужно было шокировать. Чутяню нужен был талисман, который шокирует зрителей так, что у них глаза из орбит вылезут.
Людей нужно было убедить. Подняв голову, Чутянь посмотрел в небо, и вдруг у него родилась мысль: что ж, и я решил, пусть будет так. Оба противника подготовили талисманы. Наньгун и сказал: здесь слишком тесно, это место не подходит для соревнования. Давайте перейдем на более открытое пространство. Глава 57. Небесный гром вздымается. В небе висели темные облака, небо и земля помрачнели, ветер бушевал, атмосфера откровенно пугала. На площади Южного неба бушевало целое море людей. Они должны были стать свидетелями соревнования, которое в будущем станет легендой. Один из противников — загадочный 17-летний юноша. Второй — боец пробужденной души, авторитетный старейшина. Они были людьми из совершенно разных миров. Невероятное соревнование вот-вот должно было начаться, обе стороны были готовы. Какими будут результаты? Сможет ли загадочный юноша победить Ло Яншана? Толпа потеснилась, освободив площадь, достигающую около 200 метров в диаметре. На площади был лишь Чутянь и Ло Яншан. Их разделяли 100 метров, оба противника были готовы. Ло Яншан отчетливо сказал: «Хочешь начать или уступишь мне?» «Я уважаю старший», — равнодушно пожал плечами Чутянь. «Раз вы старше, вы должны бить первым». Ло Яншан решил не тратить силы на вежливость и достал талисман, зажав его между двух пальцев. Он зажмурил глаза, ветер обдувал его тело, извергающие волны красной энергии. Неожиданно за спиной Ло Яншана появился красный лев, пламенный лев, дух Ло Яншана был огненным, так что, используя огненные символы, Ло Яншан становился даже сильнее. Талисман впитывал энергию, как губка, символы засветились красным, а колебания энергии стали сильнее, достигнув критической точки. Раскаленный воздух воспламенился, талисман вспыхнул. Взрывающееся пламя. Дико воскликнул Ло Яншан. Вперед! Талисман окружали язычки огня, в его руках появился небольшой огненный шар, который стремительно вращался. Он рос, продолжая вращаться, раскаляя воздух. Даже те люди, что стояли далеко, ощущали жар, сила огненного шара достигла своего пика, теперь он напоминал крохотное солнце, у толпы перекосились лица, сила мастера пробужденной души действительно ужасала. «Видишь это, самоуверенный сопляк?» Дико смеялся Ло Яншан. «Это сила бойца пробужденной души. В чем ты можешь сравниться со мной?» Вдруг у Ло Яншана возникла мысль: Чутянь победил Ли Чан Юны, так что Наньгун и явно будет защищать его. Победа в соревновании может и не помочь. Почему бы не воспользоваться моментом и не убить его? Он должен умереть любой ценой. «Как ты посмел бросить мне вызов, жалкий вор?» Ло Яншан вдруг бросил огненный шар прямо в Чутяня. «Не стесняйся и умри прямо здесь». Этот удар заставил всех оцепенеть. Ло Яншан нарушал правила, нападая на Чутяня. Как боец совершенного тела может отбиться от атаки бойца пробужденной души? Ло Яншан явно добивался смерти Чутяня. Это было неприкрытое убийство, все понимали, что Ло Яншан поступает подло, боец пробужденной души исподтишка нападал на бойца совершенного тела. Скверно. Наньгун и Джан Ли Цин были потрясены. Духом Наньгун и был вулкан, чья разрушительная сила могла сразить любого, но вулкан медленно копил силу, и в такой ситуации Наньгун и не успевал вмешаться. Джан Ли Цин взмыл в небо, за его спиной виднелся огромный ястреб. Нырнув вниз, он схватил огненный шар рукой. Шар треснул, из него вырвалась ужасающая волна пламени. Чутянь нахмурился и сжал кулаки, все его тело окружило легкое свечение. В следующую секунду волна пламени поглотила его. «Нет!» — тревожно крикнула Мэн Циньву. «Чутянь!» Ее лицо побледнело. Наньгун Юн сердито топнула ногой, с 9 небес донесся крик Феникса. Она взмыла в небо и бросилась в атаку. «Злобный старый пес! Я должна тебя убить!» Кулаки Наньгун Юн были сильнее бури, каждый кулак содержал в себе силу метеоритного дождя. Ло Яншан побледнел, огненный лев взревел и вдруг бросился вперед. Ло Яншан пораженно отбивал удары Наньгун Юн, он ощущал, как его энергия истощается. Эта девушка, достигшая очищенного тела, неожиданно сильно теснила бойца пробужденной души. Она превзошла все границы, это сила божественного духа. Это было действительно страшно. Наньгун Юн не была бойцом пробужденной души, но она могла сражаться с бойцом пробужденной души. Наньгун и нахмурил брови. «Юн, остановись». Наньгун и знал, как сильна его дочь, он знал, что ее мощь может превзойти мощь бойца пробужденной души. Но общее количество энергии не дотягивало до количества энергии, которым обладал боец пробужденной души. Если она не убьет противника сразу, то в итоге тот истощит ее силы. Наньгун Юн сверкала глазами. «Ты же сам видел».
Этот ублюдок напал на Чутяня. Ло Яншан холодно сказал: он в любом случае проиграл бы, я просто сразу поставил точку. Ты заслуживаешь смерти, кричал Наньгун И. Чутянь — хороший человек. В небе зарокотал гром, и этот звук сотряс землю. Дождь хлынул, словно из ведра. Там, где взорвался огненный шар, зияла гигантская яма, окруженная затухающим пламенем. Чутянь вылез из ямы. Его голова была покрыта пеплом, одежда обуглилась, а красивое лицо полностью почернело. Его глаза светились, словно утренние звезды. Он улыбнулся, показывая белоснежные зубы. «Никогда не думал, что вы будете обо мне так заботиться. Ты не умер. Ты действительно полон сил». С облегчением выдохнула Наньгун Юн. «Ты сильно напугал меня». Внезапное нападение Ло Яншана действительно было опасным, но Джан Ли Цин уничтожил огненный шар в самый последний момент. Чутянь применял метод бессмертного звездного тела, который увеличивал оборонительные способности. Несмотря на то, что он получил раны, его жизни ничего не угрожало. Голос Наньгун и стал ледяным. Старейшина Ло, инспектор, совершил такое подлое деяние. Не думая, что есть смысл продолжать соревнование, толпа закивала. Все начали перешептываться. Верно, Ло Яншан действовал подло. Они были всего лишь негодяями, зачем соревноваться с ними? Чутянь уже показал свою силу, и больше никто не поверит ложным обвинениям. «Господин мэр, мы не можем это сделать!» — крикнул Чутянь. Этот старый пес почти не ранил меня. Наньгун и с таким трудом нашел для него выход, а этот мелкий паршивец не оценил этот жест. Его невозможно было понять. Ты все еще хочешь соревноваться. Штаб он выбил тебе мозги. Что за бред? Он должен был соревноваться. Если 500 000 золотых монет и завод, который стоит целый миллион, уплывут у него из рук, то ничто не возместит эту потерю. Чутянь посмотрел на Ло Яншана. Ты напал на меня, так что я тоже должен напасть в ответ. Ло Яншан пренебрежительно улыбнулся. Ха-ха. Что ж, я хочу посмотреть, что ты умеешь делать и сможешь ли причинить мне боль. Чутянь обхватил талисман руками, вливая в него энергию, большая часть энергии сосредоточилась в центре талисмана. Он постепенно разгонялся, отбрасывая синие молнии. Все с удивлением смотрели. Разве это может быть талисман грома и молнии? Чутянь взмахнул рукой, и талисман взлетел высоко в небо. Из него вырвалась пурпурно-красная молния и с невероятной скоростью понеслась к Ло Яншану. Это действительно был гром. Такие талисманы были редкими, лишь единицы в центральном государстве могли создавать их. Гром и молния поразили тело Ло Яншана. Тело Ло Яншана окутали искры, но гром все же не мог пробить его энергетический щит. Конечно, такой редкий талисман будет сильным. Но ты думал, что это убьет меня? Чутянь неподвижно стоял. 10, 9, 8. Ло Яншан с удивлением обнаружил, что молнии не рассеиваются, а образуют сложный символ. Что происходит? 3, 2, 1. Чутянь закончил обратный отсчет. Что это? Вы только посмотрите в небо. Толпа разразилась криками. Ло Яншан поднял голову, старое лицо освещал сине-белый свет. Облака, висевшие над Ло Яншаном, набухли громом. Самый настоящий гром и молния, небесный гром, силу которого нельзя измерить, Ло Яншан ощутил, как его тело охватывает страх. Ужас наполнял его душу. Нет. Наконец отреагировал Ло Яншан. Успеет ли он убежать? Времени не было, молния упала с неба, попав точно в тело Ло Яншана. Энергетический щит смялся, словно лист бумаги, молния рассекла землю. Тело Ло Яншана разорвало на части, Наньгун и был потрясен. Ло Яншана разорвало молнией, его действительно разорвало молнией. Чутянь посмотрел на остатки трупа и холодно сказал: талисман грома — это талисман первого уровня. Сам по себе он недостаточно сильный, но он может привлечь молнии. Я не хотел никого убивать. Эсюн Иду Джэнь Тян сковал страх, Чутянь может вызывать небесный гром. Как это было возможно? Даже бойцы высших уровней не могли контролировать его. Но Чутянь мог, и он вызвал небесный гром, чтобы убить Ло Яншана. Чутянь обвел толпу взглядом. Если кто-то посмеет разозлить меня, я приду к нему и размещу в доме десяток талисманов грома, чтобы он ощутил вкус небесного грома. Какая власть! Какое безумие! Какие бесстыдные угрозы! Всех охватил вязкий ужас. Даже одного удара небесного грома было достаточно, чтобы убить человека. На самом деле Чутянь запугивал их. Небесный гром нельзя было использовать настолько свободно. Им можно было пользоваться лишь во время грозы, а вызвать можно было лишь один удар грома. Молния била в установленное место. Если бы Ло Яншан не растерялся и сдвинулся с места, то молния не убила бы его. Но разве люди могли об этом думать? Сейчас они все были в ужасе.
Глава 58. Состязание боевых искусств. Победа Чутеня вызвала у всех только оторопь. Он убил бойца пробужденной души с помощью талисмана первого уровня, и одно лишь это уже было ужасно. Разве он был человеком? Он был пугающим чудовищем. Посредственный боец совершенного тела и посредственный талисман первого уровня смогли поймать гром и применить его. Произведя оглушительный эффект, под гримасами крайнего уважения прятался ужас, поднимающийся из глубины их сердец. Даже Наньгун, профессиональный боец высшего уровня, немного дрожал, а в душу его закрался холод. Если бы молния ударила его, то он бы умер на этом самом месте. Ло Ян Шан умер, старейшина центрального государства умер. За минуту до смерти Ло Ян Шан обо все пожалел. Он отдал свою жизнь ради жадности посредственной семьи. Эсюн то ли паниковал, то ли сердился. Несмотря на то, что он был уверен в себе, Чутян его все равно немного пугал. Семьи не ожидали таких результатов. Они продолжали недооценивать Чутеня. Ду Джэньтянь, бледный, отчаявшийся, наконец понял, что совершил большую ошибку, он потерял завод, который стоил 1 000 000 золотых монет. Чутянь спокойно сказал: «Мэр, вы не хотите ничего сказать?» Казалось, Наньгун не пробудился ото сна и горько улыбнулся. «Мне нечего добавить». В этом соревновании без сомнений выиграл Чутянь. Толпу охватили сильные эмоции, наконец все оправились от ужаса и шока. Я все правильно расслышал. Почему молния ударила в площадь? Мастер пробужденной души рассыпался на куски. Он заслужил этого. Это божья кара. Никто не просил его приезжать в город Южного Неба и клеветать на талантливых людей. Верно. Такие гении, как Чутянь, рождаются раз в 1000 лет, и скоро наш город Южного Неба прославится. Победа над Ли Чан Юном не была такой эффектной, потому что толпа не смогла оценить сложную технику. На этот раз даже идиоты поняли, что талисман Чутеня оказался в 10 раз сильнее талисмана Ло Ян Шана. Чтобы понять это, было достаточно даже одного взгляда. Была ли необходимость в соревновании? Те, кто утверждал, что Чутянь украл их технологии, бродили как слепые щенки. Кто мог победить, используя лишь талисман первого уровня? Только Чутянь, пусть его талант пока неизвестен, но настанет день, когда он войдет в главный город или даже имперский город, став одним из величайших героев королевства. Крал ли он технологии? Это была бессовестная клевета. Все, кто когда-либо завидовал Чутяню, изменили свое мнение. Они больше не завидовали ему, а лишь уважали и поклонялись. Мэн Ин и Мэн Цинь чувствовали себя слишком потерянно и не могли понять, что чувствуют. Чутянь был не просто силен, а невероятно силен. Старое лицо Джан Лицина покраснело, во взгляде появилось почтение, словно у паломника, который увидел Бога. Какая прекрасная технология. Если я узнаю хотя бы 1% того, что знает Чутянь, то жизнь будет прожита не зря. Чутянь медленно дышал. У вас остался только один шанс. Таблицы, создание лекарств, выбирайте. Если вы победите, то я выполню свое обязательство. Эсюн помрачнел, он и думать не мог о том, чтобы связываться с Чутянем. Чуй был полон паники и удивления. Что так изменило Чутеня? Он выглядел по-прежнему, но стал совсем другим человеком. Это было чудовище в обличии Чутеня. Этот человек слишком пугал. Несмотря на успехи Чутеня, его уровень был пока слишком низок. Он использовал половину своей энергии и заметно ослаб. Третий шанс. Позвольте выступить мне. Я хочу сразиться с ним. Человеком, который сказал это, был Чуй или Чан Юн, представитель семьи Ли, потерпел сокрушительное поражение. Ло Ян Шан, представитель семьи Ло, потерпел сокрушительное поражение. Оба бойца пробужденной души проиграли, а Чу и осмелился бросить Чутяню вызов. Кто мог знать, что в правой руке Чу и прятал 3-футовый меч? Сжав рукоять синего меча, он направил его на Чутеня и сердито воскликнул: «Чутянь, прими мой вызов, и если ты мужчина». Никогда не видела такого бессовестного человека. С отвращением сказала Наньгун Юн. Мэн Цинь добавила: «Вы утверждали, что Чутянь украл ваши технологии, и он дал вам 3 шанса, чтобы доказать это. Сначала вы проиграли в области алхимии, потом в области символов, а теперь хотите проиграть и соревнования боевых искусств? Скажите, какое отношение боевые искусства имеют к источнику энергии?» Мэн Ин яростно осуждала: «Ублюдок! Ты просто запугиваешь Чутеня. К тому же, Чутянь уже ослаб и получил раны, а ты этим пользуешься». Верно. Никогда не думал, что ученик семьи Чу окажется таким бесстыдником. Толпа, ощутив отвращение к интригам Чуи, начала высказывать свое несогласие. Он говорил, что Чутянь восстал, чтобы украсть технологии. Сейчас ситуация изменилась, потому что они не могли одолеть его. Смешная шутка, не правда ли? Соревнование было совершенно бессмысленным. Эсюн не мог позволить Чутяню позорить и разорять его. Ситуация вышла из-под контроля. Смерть, он хотел лишь его смерти, остальное его не волновало. Если такой чудовищный талант наберется сил, то последствия будут плачевными. Эсюн хотел убить его лично, но Наньгун и не допустит этого.
Единственным человеком, который мог убить Чутеня, был Чу И. Он был не самым выдающимся талантом, но все же входил в первую десятку. Он уже разбудил свой дух, изучая метод, унаследованный от семьи Чу, тайное искусство духовного меча. Это был древний метод, который считался в центральном городе бесценным сокровищем, который был источником жизненной силы семьи Чу. Чу И был не так уж и слаб, Чу И продолжал дразняще указывать мечом. «Что такое? Ты боишься?» Чу Тянь пренебрежительно улыбнулся. «Я должен бояться твоего вызова. Позволь мне увидеть, что представляет собой боевое искусство семьи Чу и что в нем особенного». Он действительно принял вызов. «Как пожелаешь». Чу И дьявольски усмехнулся и воздел меч к небу. Меч. Чу И наполнился несравненной силой. Она была острой, словно лезвие ножа, бескрайней, словно океан. Белая энергия взлетела в небо, образовав зеленый меч. Духовный меч. Большинство членов семьи Чу обладали духовным мечом, который был достаточно прочен и мог дополнить тайное искусство духовного меча. Конечно же, духовные мечи отличались друг от друга. Чу И пока не достиг мира пробужденной души, так что его духовный меч оформился не полностью. Был виден лишь слабый зеленый контур. Зеленый свет энергии ветра — это был дух ветра, меч ветра явно был быстрым и острым. Режущий вихрь. Губы Чу И изогнулись в усмешке. Духовный меч слился с мечом, что он держал в руке, и начал испускать зеленую ци, которая образовывала мощный зеленый вихрь. Какая мощь! Это техника семьи Чу. Сможет ли Чутянь отбиться от этой атаки? Несколько дней назад Чутянь был на 6-м уровне совершенного тела, так что перед таким бойцом, как Чу И, он не выстоит и одного хода. Чутянь прищурился, его тело окружила светящаяся энергия. Все удивились тому, что его тело начало светиться. Свет не был ярким, как солнечный, или мягким, как лунный. Скорее, это был свет звезд, глубокий и загадочный, покрывший все его тело. Слой звезд покрыл его тело, словно защитная пленка. Это бессмертное звездное тело. Мэн Циньву, Наньгун Юн и остальные тут же узнали его. Чу Тянь решил использовать бессмертное звездное тело, чтобы отбиться от меча семьи Чу. Прошло лишь несколько дней практики, он даже не достиг какого-то успеха. Чу И изучал тайное искусство духовного меча несколько лет. Можно ли было остановить его? Бессмертное тело не помогало атаковать. Чу Тянь, окутанный звездным светом, напоминал божество. Сила звездного света бесконечна и неисчерпаема. Неважно, как нападает противник, твоя защита будет сильнее его ударов. Рана, оставленная внезапным нападением Ло Ян Шана, медленно начала заживать. Бессмертное звездное тело залечивало раны. Чу И разозлился. «Пытаешься напугать меня? Умри». Меч накренился, и поток ци превратился в большую дугу. Мощный вихрь летел в сторону Чутеня. Какая мощь у этого меча! Даже бойцы пробужденной души не могли ему сопротивляться, а Чутянь был обычным бойцом совершенного тела. Чутянь не мог увернуться или отступить, так что, выставив руки вперед, решился ухватить ци. Всем было страшно. Схватить ци меча голыми руками, он ищет смерти. В эту же минуту Чутянь ухватил поток ци, энергия звезд стала скапливаться на его руках, делая их яркими и полупрозрачными, словно покрыв их цветной глазурью. Голубая энергия звезд стала просачиваться в белый меч ци, превращая его в синий кусок стекла. Меч разлетелся на куски, которые превратились в мерцающие звезды, плывущие по ветру. Не двигаться, пользоваться лишь мыслями, именно они обеспечат оборону. Спокойно объяснял Чутянь, чье тело до сих пор испускало лучи. Бессмертное звездное тело обладает силой разложения, которая невидимо подтачивает чужую мощь. Мэн Циньву, Мэн Ин, Наньгун Юн и остальные, кажется, задумались. Сила бессмертного звездного тела была такой. Глава 59. Стоять на месте в ожидании удара. Даже боец пробужденной души был человеком из плоти и крови, а что уж говорить про бойца совершенного тела. Меч Чу И не был обычным мечом, его ци была сильной, как буря, быстрой, как ветер. Меч легко разрубал железо и золото. Возможно, Чутянь был крепче, чем железо. Наньгун видел, что Чутянь практикует технику, которая дает высокую защиту. Ему не нужно было контролировать энергию, она автоматически превратится в звездный свет, который защитит организм. Эта техника шокировала всех. Для того, чтобы организм стал неприступным, нужно было лишь намерение. Перед тем, как энергия истощится совсем, они могут активировать звездный свет и спасти себе жизнь. Глаза Чу И пылали красным. Конечно, эта техника не уступает старинным. Ты столкнулся с непредвиденным шансом и заполучил древнее наследие. Это было не совсем верно. Это было наследие будущего, а не прошлого. Признаю, я недооценивал тебя. На самом деле ты вполне можешь быть моим противником. Чуй часто дышал, его взгляд был полон зависти, но ты еще не он. Последний удар я нанес в полсилы. Если бы я ударил изо всех сил,
ты бы упал замертво. Такой сильный меч Чу и обучали несколько бойцов пробужденной души, он использовал лучшие материалы, чтобы создать себе фундамент, изучал самые сильные семейные техники. Как он мог быть слабым? Губы Чутеня дрогнули в улыбке. Я использовал лишь 10% своей силы. Упрямый дурак. Прекрати уже сопротивляться. На лице Чу и виднелась жадность. Отдай мне все, что у тебя есть, иначе я убью тебя. Чутянь нагло издевался над ним. Если хочешь убить меня, то убивай. Давай, убей меня. Ты сам напросился. Глаза Чу и покраснели, словно его распирало от гнева. Меч. Действительно, у него были некоторые навыки. Это была разница между крупными и маленькими городами, разница между изобилием и нехваткой ресурсов. В крупных городах было больше ресурсов и связей, поэтому бойцы, которые жили там, превосходили бойцов из небольших городов. Чуи нельзя было сравнить с Нангун Юн. Он был равней Сюн Тянь Юаню. Чутянь достиг 9 уровня совершенного тела, однако ему удалось отбить удар меча Чу, и наследник древнего метода был лучшим, он должен был приготовиться к худшему сценарию. Он должен был убить Чутеня, чтоб тот в будущем не стал проблемой. Интуиция никогда не подводила Чуи. Если не убить его сейчас, то больше шансов не будет. Тайное искусство духовного меча. Чуи выпустил из меча поток ци, который вызвал невероятно сильный ветер. Штормовой ветер. Быстро, слишком быстро, Чутянь погрузился в гиперфокус и начал уклоняться. Однако 34 удара все же поразили его тело. Звездный свет защищал организм. Каждую минуту меч стрелял потоком ци, каждую секунду Чутяня скрывал звездный свет. Так близко, все были обеспокоены. Если бы Чутянь не практиковал бессмертное звездное тело, удары меча тяжело ранили бы его. Бессмертное звездное тело могло отражать атаки, но оно потребляло слишком много энергии. Чутянь и до этого был не в лучшем состоянии, так что не мог сравниться с Чуи. Ха! Ты ничтожество. Я еще не использовал особую технику. Если я убью тебя сейчас, это будет слишком легко. Дико смеялся Чу и, яростно нападая. Чутянь явно был в невыгодном положении. Тайное искусство духовного меча. Облачный вихрь. Бесчисленные зеленые огни вырвались из лезвия меча и окружили тело Чу и, образовав вихрь. Убей. Чуи, стоявший в эпицентре шторма, направил вихрь в сторону Чутеня. Ци разрывала звездный свет, защищающий тело Чутеня, словно мясорубка. Все видели, как тускнеют звезды, защита Чутеня ослабла. Ты дважды выступил против меня. Тайное искусство духовного меча, самая сильная техника центрального государства, у тебя нет никаких шансов. Я даю тебе последний шанс. Подчинись или умри. Чутеня охватила нетерпеливость. Он замер на месте, прекратив уворачиваться. Такая немочь. Разве не ты смущенно говорил, что хочешь убить меня? Думаешь, ты профессионал? Думаешь, техники семьи Чу самые сильные в центральном государстве? На мой взгляд, их нельзя сравнить даже с грязью. Ты похож на обезьяну с палкой в руке. Думаешь, я не могу убить тебя? Чутянь был крайне возмущен. Эти провокации истощили запасы его терпения. Чу и обеими руками схватился за рукоять. Меч покрылся темно-красным светом, который взлетел в небеса, словно пламя. Чтоб убить тебя, достаточно одного взмаха. Такая сильная ци, такие внушительные маневры, Чутянь игнорировал ее силу. Сверкнув глазами, он яростно рассмеялся. Ха-ха-ха. Это и есть твоя особая техника. Хорошо. Я дам тебе шанс. Я буду стоять здесь, а ты нанесешь мне один удар. Зрители были напуганы, он будет стоять в ожидании удара. Какое высокомерие! Пока Чутянь говорил, звездный свет снова наполнился блеском и покрыл его тело. Тяжелая ци давила на Чутеня. Чуи холодно рассмеялся. Чуи понял, в чем сила звездного света, искренность была ключом к тайному искусству духовного меча. Чуи был уверен, что его меч нанесет решающий удар. Сила веры могла увеличить его силу, он столько лет сражался с гениями, что может отразить эту атаку? Разве что-то подобное есть у Чутеня. Он обычный боец совершенного тела, умри, Чуи вложил в удар всю свою силу. Когда красный свет почти достиг его тела, Чутеня снова окружил звездный свет, напоминающий сверкающее полупрозрачное стекло. Чутянь воскликнул: «Убирайся!». На мече появилась трещина, она расширялась дюйм за дюймом, раздался громкий рокот, драгоценный меч треснул, меч рассыпался на куски. Атака не лишила Чутеня жизни, но повредила меч. Мэн Циньву, Мэн Ин, Наньгун Юн, Сюн Тянь Юань и Джан Ли Цин взбудораженно смотрели.
Невероятная оборонительная сила. Несмотря на то, что Чутянь уже научил их этой технике, они не думали, что ее сила так велика. Чутянь тяжело вздохнул. Так себе техника. Прозрачный слой сверкающих кристаллов медленно начал опадать. Он должен был поблагодарить Чу-И. Если бы не его помощь, Сутянь никогда не узнал о стеклянном теле. Прорыв был не за горами. Остатки Ци растворились в воздухе. Чутянь, окруженный звездным светом, походил на грозное божество. Чу-И охватил отчаяние. Он проиграл, он тоже проиграл. Чу-И, вооруженный тайным искусством духовного меча, не смог победить раненого Чутяня. Мощнейший удар Чу-И, ударившийся о тело Чутяня, разбил его заветный меч на осколки. Разрыв сил был огромный. Этого невозможно было представить. Чутянь холодно сказал, сложив руки за спиной: 3 шанса истрачены. Вы хотите что-нибудь сказать? Чу-И накрыла волна злобы и стыда. Умри. Подскочив, он бросил 5 талисманов, на которых были начерчены символы воздушного клинка, огненного шара и ядовитого облака. Все они летели к Чутяню. Воспользовавшись моментом, Чу-И достал кинжал. Его лезвие было зеленым, а сам кинжал был ядовитым оружием. Лезвие, похожее на ядовитую змею, неслось к груди Чутяня. Бесчисленная Ци сформировалась, чтобы образовать в воздухе огромный меч. И этот меч полетел вперед. Невероятно. Чутянь понял, что это переломный момент. Удар меча явно будет смертоносным, а стеклянное тело истощило запасы энергии Чутяня, так что он не мог защититься. Чутянь был в опасности. Зрители разразились проклятиями. Чу-И поступил слишком подло. Он не смог выиграть, поэтому решил положиться на удары из-под-тишка. Слишком медленно. Чутянь открыл глаз разума и теперь видел, как энергия распределяется по телу Чу-И. Он схватил Чу-И за руку, найдя место, где энергии было меньше всего. Энергия потекла из 10 пальцев, блокируя меридианы, которые тут же искривились. Правая рука Чу-И была сломана. Он издал жалкий и печальный крик: «Ты победил! Ты победил! Я признаю поражение!» Чутянь холодно сказал: «Тебе не кажется, что признавать поражение слишком поздно? Я сын 4-го старейшины. Ты не посмеешь меня убить». Чутянь взял зеленый кинжал и нанес удар, который пришелся Чу-И прямо в сердце. Чу-И упал на спину, его глаза все еще были открыты. Несколько раз дернувшись, он перестал двигаться. Он был мертв. Глава 60. Крупный урожай. Над площадью висела мертвая тишина, бесчисленные взгляды были прикованы к Чутяню. Исчезло все, кроме этого невероятного юноши. Ли Чан Юн был покалечен и изгнан. Ло Ян Шан был убит молнией. Чу-И погиб на месте. 3 сражения, 3 победы, каждая из которых была такой неожиданной. Каждый раз в Чутяня не верили. Каждый раз результат шокировал зрителей. Чутянь был сумасшедшим, настолько сумасшедшим, что никто не смог сломить его, никто не смог расправиться с ним. Этот юноша действительно был талантлив. Это был страстный человек, который сошел с ума до такой степени, что его даже не хотелось называть высокомерным. Это была уверенность в себе, непоколебимая уверенность в себе. Разве будет дракон, летающий в 9-м небе, обращать внимание на муравьев? Эсюн распространял новости по всему городу, чтобы заручиться поддержкой общественности. Он тащил Чутяня в ад, привлекая позор на себя. Он утонул в ненависти десятков тысяч людей. Кто знал, что большой камень, который он поднял, упадет ему же на ногу? Теперь все знали про истинные цели семьи Эсюн сам навлек собственную гибель. Наньгун, едва сдерживающий волнение, объявил: «Чутянь — гений нашего города Южного неба». Кто может назвать Чутяня некомпетентным? Кто может оскорбить Чутяня? Кто посмеет оклеветать Чутяня? Клеветники получат то, что заслуживают. Казалось, всех переполняла гордость, их крики были настолько громкими, что напоминали ревущее море. Наньгун сердито осмотрел толпу и сказал: «Что вы за люди? Разве не вы кричали, что хотите разорвать Чутяня на 1000 кусочков? И вы смеете говорить такое?» Победа, абсолютная победа. Их снова разгромили. Ду Чжэньтянь, немного подумав, неловко встал, чтобы уйти. Чутянь заметил, как он уходит, и холодно улыбнулся. Глава семьи Ду Чжэньтянь, кажется, не похож на человека, который хочет бросить мне вызов. Шутки кончились, еще одного проигрыша он не переживет. Один опозорился и разорился, став изгнанником и калекой. Второй погиб на месте, не оставив после себя даже труп. Последний, хоть и обладал преимуществом, не выдержал контратаки Чутяня и умер. Разве этого болезненного урока было недостаточно? Неужели он хотел пройти через это снова? 3 соревнования подошли к концу, и даже если он теперь победит Чутяня, это ничего не изменит. Чутянь изменил ход событий и нанес им ответный удар. Ду Чжэньтяню казалось, что ему влепили пощечину, он потерял авторитет, он потерял лицо, это была серьезная потеря.
он стал ничтожным злодеем, которого гений обвел вокруг пальца. Если бы он знал об этом раньше, Ду Джен-тянь не шагнул бы в эту реку даже под угрозой смерти. Мастер Чу, вы все не так поняли. Они больше не могли сражаться, они действительно не могли сражаться. Скрипя сердце, Ду Джен-тянь вынул книгу контрактов. Мастер Чу действительно талантлив, как он мог украсть это? Злые слова людей пытались ввести нас в заблуждение. Мы не могли не видеть ваше превосходство. Чтобы принести извинения, я вручаю вам эту книгу, которая принадлежит печатной фабрике семьи Ду, и безропотно прошу вас принять ее. Он безропотно отдавал книгу, которая стоила 10 миллионов золотых монет. Это была безоговорочная капитуляция. Всего 2 дня Ду Джен-тянь со зловещим лицом рассуждал, как избавиться от Чутеня. Теперь, когда он открыто признал поражение, он изменился. Он подчинился, он был вынужден сделать это. У главы семьи Ду плохая память. Я уже выиграл этот завод. Он уже принадлежит мне. Никто в мире не решился бы извиниться таким образом. У Ду Джен-тяня было неловкое выражение лица. Надеюсь, господин Ду не забыл, как хотел разорвать меня пополам? Фыркнул Чутянь. Я не допущу, чтобы люди, которые пытались убить меня, остались в живых. Если у вас есть что сказать, то скажите. Ду Джен-тянь утер пот со лба. Семья Ду лично прояснит недоразумение с медиа, я лично восстановлю вашу репутацию. Я вручу щедрый подарок и посещу торговое чудо, чтобы извиниться. Этого достаточно. Недостаточно. Мы готовы отдать всю собственность, чтобы компенсировать свои ошибки. У Ду Джен-тяня действительно было мужество, это впечатлило Чутеня. Хорошо, раз вы так честны, я не буду с вами спорить. Но если вы хоть немного выйдете за рамки, я буду беспощаден. Ду Джен-тянь кивнул. Я не посмею, не посмею. Семья Ду была одной из влиятельных семей города Южного Неба, но теперь они ничем не отличались от послушного внука. Эсюн не выдержал и сказал: «Ду Джен-тянь, даже не пытайтесь снова встретиться с нами. Семья Ду небольшая, мы не можем справиться с влиянием семьи Ду Джен-тянь тяжело вздохнул, холодно глядя на Эсюна. Он был зол на Чутеня, однако он был человеком, которого не стоит провоцировать. Семья Ду потеряла все из-за этого идиота. Надеюсь, вы перестанете углубляться в эти проблемы, пока не станет слишком поздно. Семья потеряла помощников. Проваливайте. Эсюн взмахнул рукавами и сердито ушел. Занавес наконец упал, обнажив весь фарс этого города. Эсюн объединился с 3 крупными семьями, но ничего не сделал. Вместо этого он поднял престиж Чутеня и дал ему много преимуществ. Ли Чан Юн сложил свои полномочия. Сюн Тян Ян, председатель гильдии алхимии, единственный квалифицированный человек, покинул их. Чутянь получил 5 миллионов золотых монет и хорошо оборудованный завод. Ду Джен-тянь пытался спасти хотя бы часть ценных вещей, однако у него не было так много времени. Чутянь уже приказал Нангун Юн и Джан Ли Цину конфисковать имущество его семьи немедленно, выбора не было. Он мог лишь сдаться. Чутянь отправил Мэн Ин, Мэн Циньву, Нангун Юн и Сюн Тян Юаня. Обыщите все дома и принесите мне все ценное, что найдете, даже если это будет ночной горшок. Взбудоражившись, они начали грандиозный обыск. Особняк Ду Джен-тяня перевернули вверх дном. Кристаллы, звериные сердца, лекарственные микстуры и таблетки стоили несколько сотен тысяч золотых монет. Нашлись и кристальные карты, на которых хранилось больше нескольких сотен тысяч золотых монет. Все это имущество стоило около 1 миллиона золотых монет. Кроме этого нашлись и редкие сокровища, и предметы роскоши, ценность которых, вероятно, была не ниже. Сюн Тянь Юань взволновался. Демонические насекомые. Демонические насекомые. Мы обнаружили 200 демонических насекомых. Демонические насекомые, разве это не основной ингредиент для приготовления таблеток ЦИ? Это лекарство встречалось невероятно редко, однако в особняке семьи Ду его было в достатке. Чутянь был доволен. С помощью этих насекомых мы можем создать несколько сотен таблеток ЦИ. Идеально подходит для аптеки, которую мы откроем. Вы проделали большую работу, и я вознагражу вас. Сюн Тянь Юань заметно обрадовался. Большое спасибо, президент. Сюн Тянь Юань был без ума от алхимии, и деньги его мало интересовали. Если Чутянь вознаградит его технологии переработки, это будет для него большой честью. С заднего двора прибежала Нангун Юн. «Босс, я нашла в конюшне 3 экипажа, запряженные белыми носорогами. Они слишком привлекательны, я хочу проверить один». «Он твой». Расщедрился Чутянь. «Отдай 2 оставшихся Ин и младший мисс». Мэн Ин сиял от радости. Я всегда мечтала о хорошем экипаже, но у меня никогда не было денег, и я никогда не думала, что когда-нибудь обзаведусь им. На губах Мэн Циньву появилась улыбка.
Белый носорог был прекрасным демоническим зверем, его тело было белоснежным, словно нефрит, этот зверь идеально подходил женщинам. Один такой экипаж стоил больше 10 тысяч золотых монет, и Мэн Циньву даже не думал о том, что когда-нибудь купит его. Во всяком случае, деньги ей были не нужны. Она просто может присвоить имущество этого парня. Чутянь развел руками. Ищите. Продолжайте искать. Сегодня я в хорошем настроении, и вы можете оставить себе 10% от найденного. Услышав эти слова, все задорно ринулись вперед, их глаза покраснели от волнения. Прибежала взмокшая от пота Мэн Ин, ее лицо сильно покраснело. «Чутянь, Чутянь, я нашла подвал, в нем много драгоценностей». Чутянь кивнул. «Очистите его». Ду Чжэньтянь едва не плакал. Это была слишком глубокая рана, это была его личная собственность, а эти люди вели себя, как бандиты, вынося из дома все ценное. Из кровати вытащили все драгоценные камни, которыми они были инкрустированы, экипажи, запряженные бронзовыми быками, ломились от награбленного. Чутянь с сомнением обратился к Ду Чжэньтяну. Семья Ду живет в городе Южного неба уже несколько десятилетий, в ее активах должно быть несколько миллионов. Почему так мало? Вы что-то прячете от нас. Ду Чжэньтянь был готов плюнуть кровью. Ничего, все здесь. Ничего, думаешь, я глупый? Кто хранит в доме все свое имущество? Чутяня не волновало количество трофеев, потому что их уже было достаточно, однако он не мог отпустить его просто так. Наши конфликты остались в прошлом. Если я узнаю, что семья Ду пытается тайно вмешаться, то не прощу вас так легко. Ду Чжэньтянь облегченно вздохнул. С этого момента семья Ду будет избегать любого члена торгового чуда. Чутянь открыл дверь экипажа, куда были сыпаны всевозможные сокровища, количество которых заставляло сомневаться в реальности происходящего. Хорошо. Отлично. Наконец-то я сбежал из нищеты. Довольно смеялся Чутянь. Ресторан мог приносить десятки тысяч золотых монет в день, но какой от этого был толк? Этого было недостаточно, чтобы покрыть все расходы Чутяня. Это было прекрасно, банковские карты можно было превратить в 1,5 миллиона золотых монет. Даже во дворце мэра не было столько богатства. К тому же оставались и предметы роскоши, которые тоже можно было продать. К тому же у него появились демонические насекомые, но они стоили лишь 100-200 золотых монет. Однако если Чутянь создаст таблетки ЦИ, то они принесут тысячи или даже десятки тысяч. Торговому чуду как раз не хватало финансирования. Чутяню не хватало средств для тренировок. Некоторое время ему не придется беспокоиться о деньгах. Чутянь планировал увеличить силу Сюн Тяньяна, чтоб тот стал бойцом пробужденной души и занял пост председателя гильдии алхимии. Интеллект Сюн Тяньяна был неплох, но он тратил почти все время на алхимию, так что фундамент у него наращивался медленно. Чутянь мог лишь дать ему формулы, и этого хватит, чтоб тот, безусловно, добился успеха. Это было худшим страхом Асюна, о котором он даже думать боялся. На этот раз он не только не смог побить Чутяня, но и помог ему так быстро прорваться вперед.